Представьте, вы пришли домой, хорошо поужинали, приняли душ и теперь хотите просто раствориться в своей кровати, чтобы крепко уснуть. Но ночь бывает коварна, сколько бы вы ни лежали, сон так и не приходит, в голове назревает раздражение, ведь будильник становится все ближе и ближе, вот-вот он зазвонит, вы проснетесь убитым И вы ищете спасения, пару капель валерьянки, стакан теплого молока, как в детстве. А может вообще бокал другой вина, и сон будет как у младенца. В момент бессонницы мы готовы на все, чтобы уснуть. И сегодня мы поговорим о том, какие напитки действительно вам помогут улучшить ваш сон, какие наоборот не только разрушат ваши попытки заснуть, но и могут подорвать ваше здоровье. На качество нашего сна влияют разные факторы. Уровень стресса, питание, физическая активность, ну и конечно же напитки, которые мы выбираем перед сном. Наш организм настроен на определенные циклы, и одним из главных регуляторов сна является гормон мелатонин. Он вырабатывается в темное время суток и помогает нам почувствовать сонливость. А вот что мы пьем перед сном напрямую влияет на его выработку. Некоторые напитки помогут нам расслабиться, снизить уровень стресса и подготовить нас ко сну. Однако есть и такие напитки, которые могут нарушить эти процессы, создавая иллюзию расслабления, но на самом деле мешают полноценному отдыху. Напишите в комментариях, как вы привыкли бороться с бессонницей, какие секретные ритуалы применяете. А мы пока начнем разбор наиболее популярных вариантов. Вот, например, молоко. Это напиток, который у многих ассоциируется с детством. И когда-то считалось, что теплая чашка молока перед сном помогает нам заснуть. Но правда ли это? Научные исследования показывают, что молоко действительно помогает нам расслабиться, так как оно содержит в себе аминокислоту триптофан, которая способствует выработке гормона счастья серотонина. То есть, по сути, молоко никакого усыпляющего эффекта не дает. Это не снотворное, но удовольствие от процесса помогает выработать мелатонин. Так что да, стакан теплого молока может стать действительно помощником перед сном. Но важно помнить, молоко подходит не всем. Если у вас есть непереносимость лактозы, то лучше выбрать аналоги коровьего молока, такие как миндальное или овсяное молоко. Кофе – это напиток, который для большинства является обязательным утром. Но что насчет его вечернего употребления? Вы, наверное, уже догадались, кофеин – это главный враг хорошего сна. Он блокирует аденозин – вещество, которое помогает организму расслабиться и подготовиться ко сну. Пить кофе в вечернее время – это практически гарантированно затрудненный и беспокойный сон. Если вы не хотите провести ночь, переворачиваясь с бока на бок, то лучше отложить эту чашечку кофе на утро. Так что кофе перед сном – это однозначно не лучший выбор. Также хочу заметить, что кофе вводится из организма за 12 часов, так что старайтесь не пить кофе после 10-11 утра. А что насчет чая? Вот, например, зеленый чай – это напиток, который стал популярным благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Но что насчет сна? На первый взгляд это вроде бы отличная альтернатива. Однако в зеленом чае содержится кофеин, хоть и в меньших дозах, чем в кофе. А кофеин, как мы уже знаем, стимулирует нервную систему и может не дать вам заснуть. Тем не менее, есть и хорошие новости. Некоторые исследования показывают, что если пить зеленый чай за несколько часов до сна, то он может способствовать расслаблению и успокоению, благодаря антиоксидантам и эльтианину. Здесь также важно выбрать правильное время и не пить его слишком поздно. Поэтому зеленый чай может стать хорошим напитком, если только вы пьете его заранее, а не перед сном. Куда интереснее ситуация с травяным чаем. Травяной чай – это не просто напиток, а настоящий ритуал расслабления перед сном. Уже давно ученые и травники утверждают, определенные травы способны успокаивать нервную систему, расслаблять мышцы и то, что самое главное, способствовать глубокому восстановительному сну. Чай с такими травами, как ромашка, валериана, мята или лаванда, известны своими свойствами. Давайте разберемся почему. Одним из самых популярных травяных чаев, идеально подходящих для вечернего употребления, является ромашка. Она известна своими успокаивающими свойствами, помогает расслабиться и уменьшить тревогу. Исследования показывают, что ромашка не только поможет вам заснуть, но также улучшает качество сна, если выпить ее примерно за 30-40 минут до отхода в постель. Мелисса – это еще один мощный помощник в борьбе с бессонницей. Ее мягкий цитрусовый аромат не только расслабляет, но и снижает уровень стресса, что помогает быстрее погрузиться в сон. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление мелиссы перед сном не только улучшает качество сна, но и также способствует снижению симптомов бессонницы. Лаванда – это не просто украшение для сада, но и мощный природный релаксант. Чай с лавандой помогает снять напряжение и успокоить нервную систему. Она также помогает снизить уровень стресса и тревожности, что делает сон более глубоким и непрерывным. Мята – это еще одна трава, которая имеет массу полезных свойств. Она помогает расслабить мышцы и способствует улучшению пищеварения, что может быть полезно, если у вас часто бывают проблемы с желудком. Легкий мятный чай перед сном поможет вам не только расслабиться, но и легко заснуть. Какой же вывод можем сделать здесь? Если вы ищете естественный и безвредный способ улучшить свой сон, травяные чаи – это отличное решение.
Но помните, что как и с любым напитком, нужно соблюдать меру. Лучше пить чай за 30-40 минут до отхода ко сну, чтобы он успел подействовать и не нагружал ваш организм. В следующий раз, когда вы будете выбирать напиток на ночь, отдайте предпочтение ромашке или лаванде. И вы убедитесь, как качественно и быстро вы будете засыпать. А теперь перейдем к самому острому вопросу. Что насчет бокала вина или стопки чего-нибудь перед сном? Алкоголь – напиток, который многие ассоциируют с расслаблением и легкостью засыпания. Часто именно бокал вина или рюмка коньяка на ночь воспринимается как верное средство для того, чтобы быстро заснуть. Вроде кажется, это идеальный способ снять напряжение и погрузиться в мир снов. Но, к сожалению, алкоголь может сыграть с вами очень злую шутку. Алкоголь обладает депрессантным действием, то есть он действительно снижает активность центральной нервной системы, и именно поэтому он помогает быстро расслабиться. Он может ускорить процесс засыпания, создавая ощущение легкости и сонливости. Однако это только начало. Как только он начинает усваиваться, его влияние на наш организм меняется. Через несколько часов, как вы заснули, алкоголь начинает влиять на структуру сна. Исследования показывают, что несмотря на то, что алкоголь действительно помогает нам заснуть, он значительно влияет на фазы сна, особенно глубокий сон. Вместо того, чтобы проходить все циклы сна нормально, включая фазы быстрого и глубокого сна, организм часто остается в более легких стадиях. Эти нарушения могут привести к тому, что вы будете просыпаться ночью, чувствовать усталость утром, а также хуже восстанавливаться физически и психологически. Более того, алкоголь может снизить уровень мелатонина и нарушить естественные биоритмы организма. Дополнительно алкоголь влияет на дыхание во время сна, увеличивая вероятность апноэ, когда дыхание временно останавливается. Это ухудшает качество самого сна и может быть опасно для здоровья в долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что регулярное употребление алкоголя перед сном связано с хроническими нарушениями сна, а также с развитием бессонницы. Так что хотя алкоголь и помогает нам заснуть, для полноценного и восстанавливающего сна он не лучшее решение. Он нарушает цикличность сна, мешает глубокому отдыху и может стать причиной хронической усталости. Следует помнить, лучше не злоупотреблять алкоголем, как бы это странно ни звучало, особенно в вечернее время, если вы хотите просыпаться бодрым и отдохнувшим. И как вы понимаете, в утреннее время тоже не рекомендуется. Вообще алкоголь это очень хорошее решение для разрушения нашего организма. Итак, чай с ромашкой и стакан теплого молока, это все, конечно, хорошо, но не все люди хотят посреди ночи встать и расслабляться вот таким образом. Они хотят закинуться волшебными препаратами и тут же уснуть. И у таких магических пилюль есть название, это снотворные. Снотворные препараты действительно могут стать хорошим решением при серьезном расстройстве сна. Они быстро помогают заснуть и на первый взгляд являются хорошим решением, довольно удобным решением для приема на постоянной основе. Однако именно при длительном применении появляются серьезные риски и недостатки этого метода. Так почему же снотворное почти всегда не лучший выбор? Многие снотворные средства вызывают привыкание при постоянном употреблении. С каждым разом дозу нужно увеличивать, чтобы достичь того же эффекта. В некоторых случаях это может привести даже к физической или психологической зависимости. Снотворные препараты вмешиваются в естественные процессы засыпания, не давая организму пройти через все нормальные фазы сна. Это может привести к тому, что вы будете чувствовать себя не отдохнувшим, даже если вы поспали часов 8, к примеру, 9. Снотворное может вызвать головную боль, головокружение, усталость и даже бывали случаи амнезии. Длительное применение может повлиять на память и на когнитивные функции. Снотворные препараты помогают временно снять симптомы бессонницы, но не снимают основную причину нарушения сна. Это может быть стресс, тревога, депрессия или неправильные привычки, которые без соответствующего лечения только усугубляются. Снотворные препараты – это мощные средства, которые помогут при тяжелых формах бессонницы, когда другие методы не дают результата. Снотворные лучше применять только по назначению врача и на короткий срок, чтобы избежать зависимости или нарушения в организме. Если бессонница вызвана хроническим стрессом или депрессией, все лечение должно быть комплексным, включая психотерапию и изменение образа жизни. Но ведь существуют и натуральные, и безопасные снотворные природного происхождения, которые можно купить в аптеке. Когда бессонница становится частым спутником, мы ищем применение в растительных препаратах. Валериана и пустырник – одни из самых известных из них, которые помогают нам при нервном напряжении и при бессоннице. Но стоит ли вообще принимать их? Настолько ли они эффективны? Эти средства можно найти в любой аптеке без рецепта. И многие люди считают их естественными и безопасными для постоянного применения. Они действительно могут быть полезными, особенно для людей, которые не хотят прибегать к сильнодействующим медицинским препаратам. В отличие от снотворного, валерьянка и пустырник оказывают мягкое воздействие, не вызывая быстрого привыкания и серьезных побочных эффектов.
Так, давайте разберемся, что могут предложить нам эти травы и как их использовать для максимального эффекта. Валериана содержит в себе вещества, которые действуют на центральную нервную систему и способствуют нашему общему расслаблению. Она снимает тревожность и может действительно улучшить качество сна, но ее эффект не всегда выражен. Обычно она принимается в виде настойки или таблеток. Рекомендуемая доза 20-30 капель в стакан воды за 20-30 минут до отхода ко сну. Таблетки по 1-2 штуки 1-3 раза в день. Но здесь нужно быть осторожным. Валериана может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, головокружение, тошнота и слабость. При длительном применении возможны такие побочные эффекты, как нарушение пищеварения и сонливость в течение всего дня. Пустырник также имеет седативное действие, снижая нервное возбуждение и способствует расслаблению. Он помогает при стрессах и может быть полезен для успокоения перед сном. Рекомендуемая дозировка настойки 20-30 капель в стакан воды перед сном за 20-30 минут. Таблетки, также как и с валерианой, 1-2 таблетки 1-3 раза в день. И опять же, пустырник может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, расстройство пищеварительной системы и понижение артериального давления. Применение в больших дозах может вызвать сонливость и даже депрессию. По итогу, иметь в своей аптечке один из этих препаратов будет довольно полезным. Они помогут не только при нарушениях сна, но и при стрессовых ситуациях. Однако, все-таки эти препараты не подходят для постоянного использования. У них имеется ряд побочных эффектов, а так называемое привыкание, хоть и гораздо ниже, чем у снотворного, но все-таки оно есть. Если все-таки выбирать средства для улучшения сна, то я бы отдал свое предпочтение травяным напиткам и молоку. Понимание того, как напитки влияют на наш сон, это только одна часть картины, но что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить себе глубокий и восстановительный отдых? Давайте разберем несколько полезных привычек, которые поспособствуют вашему расслаблению и лучшему засыпанию, основываясь на научных исследованиях и на простых бытовых примерах. Наш организм работает по биологическим часам, и важно вставать и ложиться в одно и то же время. Это помогает синхронизировать внутренние процессы и улучшить качество сна. Например, если вы будете засыпать в одно и то же время, то ваш организм привыкнет к этому и засыпать уже станет проще. Температура спальни играет ключевую роль в вашем отдыхе. Слишком жаркая или слишком холодная комната может помешать вам заснуть. Оптимальная температура 16-18 градусов. Проветривайте комнату перед тем, как лечь, либо используйте кондиционер. Синий свет от экранов телефонов и компьютеров подавляет выработку мелатонина, гормона, который отвечает за сон. Старайтесь не смотреть в экран хотя бы за 30 минут до сна. Вместо этого лучше почитать книгу или послушать спокойную музыку. Умеренные тренировки помогают вам быстрее засыпать, но важно не перегружать себя на ночь. Например, легкая прогулка или йога поможет вам расслабиться. А вот тяжелые интенсивные тренировки, наоборот, взбодрят вас и вам будет тяжелее заснуть. Для хорошего сна важен не только комфорт в физическом плане, но и общая атмосфера. Уберите яркие источники света и создайте спокойную обстановку. Используйте мягкое освещение и ароматерапию, чтобы настроиться на отдых. Стресс – одна из главных причин бессонницы. Чтобы расслабиться, попробуйте медитацию или дыхательные упражнения. Даже 10-15 минут спокойного дыхания могут улучшить ваш сон. Что же мы имеем? Выбор напитков перед сном – это не просто мелочь, а важная составляющая для глубокого и качественного сна. Сегодня мы разобрались, как ориентироваться в этом многообразии напитков, чтобы не навредить себе, а наоборот настроить организм на отдых. В первую очередь надо понимать, что не существует универсального напитка, который подойдет всем. Но есть общие принципы, которые помогут именно вам сделать правильный выбор. Например, травяные чаи и молоко – это безопасные и полезные варианты. Они не только расслабляют, но и помогают в выработке гормонов, таких как мелатонин. Важно помнить, не все напитки полезные помощники в нашем сне. Алкоголь, например, поначалу может показаться хорошим выбором, но, как мы уже поняли, он больше вредит, чем помогает. Кофеин и другие стимуляторы – главный враг нашего засыпания. Также важно знать, что температура напитка имеет значение. Слишком холодные или слишком горячие напитки могут воздействовать на терморегуляцию нашего организма и вызвать дискомфорт, что помешает вам расслабиться. Лучше всего, если ваш напиток будет теплый и не обжигающий. Но вообще здоровый сон – это результат комплекса факторов. Правильных привычек, спокойной атмосферы, регулярности и, конечно же, правильного питания и напитков. Старайтесь не только правильно выбирать напитки, но и создавайте вокруг себя вечернюю рутину, которая будет помогать вам засыпать. Применяйте советы, которые мы разобрали в сегодняшнем видео, и тогда ваш вечер будет заканчиваться крепким сном, а утро будет начинаться с бодрого пробуждения. Подписывайтесь на канал, ведь сон – это не единственная важнейшая тема, которая влияет на нашу жизнь и которую мы разбираем на нашем канале.